Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком очень простой узор столбиками без накида. Для вязания такого узора нам понадобится пряжа 2, 3, возможно 4 цветов. Все зависит от того, сколько цветов для галочек вы захотите использовать. Больше всего расход пряжи уйдет на основной цвет изделия. И дополнительные цвета понадобятся для того, чтобы вывязывать вот такие галочки. Узор и правда необычный. Я нашла его в Инстаграм у одной рукодельницы. И сначала я подумала, что узор этот не связан, а как будто галочки вышиты отдельно. Но у нее был достаточно неплохой видеоурок, где она показывала, как вязать шапку таким узором. Узор подходит идеально для вязания изделий по кругу, потому что именно по кругу достаточно легко поднимать нитку от ряда к ряду, чтобы ее каждый ряд не обрезать. Но у меня образец связан по прямой, и сейчас, когда я буду вязать, я вам покажу, как можно спрятать нитки, чтобы не оставалось вот таких длинных протяжек. Вот. Но придется отрывать нитку каждый ряд. Либо можно вот здесь вот будет ее, конечно, подтягивать между некоторыми рядами, но тогда останутся достаточно длинные протяжки. Посмотрите еще раз. И еще, да, такой момент: узор этот вяжется по лицевой стороне. То есть узор односторонний, с обратной стороны он совсем не презентабельный, и использовать его нужно для изделий, у которых важна только лицевая сторона. Что можно связать таким узором? Допустим, тапочки, шапку. Можно связать, украсить низ, допустим, какой-то кофточки или кардигана, если аккуратно будете вязать изнанку. Ну и подумайте, возможно, для детских вещей он, кстати, очень тоже подойдет, потому что смотрится он необычно, а вязать его достаточно просто. Я нарисовала схему для вязания этого узора. Первые два ряда лучше связать основным цветом пряжи. Это будут установочные ряды. А в третьем ряду мы начнем вязать галочки. Я сегодня вяжу из полушерстяной пряжи пехорской. Метраж примерно в 100 граммах 130 метров. И крючок номер 4 использую. Первые два ряда столбиками без накида я связала, и теперь приступаем к вязанию третьего ряда, в котором будем вязать, собственно, сами галочки. Делаю 2 воздушные петли подъема, пропускаю первый столбик, во второй вяжу столбик без накида. Присоединяю контрастную нить. Подхватываю ее и вытягиваю просто одну петлю. То есть первую часть столбика без накида начинаю вязать. Хвостик убрать поменьше, чтобы он остался. Значит, первую петлю вытянули, подхватываю рабочую нить и протягиваю через обе петли. Получилась первая галочка. Дальше я нитки буду прятать под вязание. Один столбик без накида, второй столбик. И третий. Хочу заметить, что между галочками нужно вязать нечетное количество петель, и такое, чтобы его можно было поделить пополам, а в серединке бы осталась одна петля для галочки. Например, вы можете связать 3, 5, 7 столбиков без накида. И тогда, допустим, если мы вяжем 3 столбика, то через ряд мы будем вязать вот здесь вот в центре галочку и 3 столбика без накида. И опять галочку. Если у вас здесь будет 5 столбиков без накида, значит галочки нужно будет вязать через каждые 5 столбиков. 3 столбика связала. 4-й подхватываю контрастную нить и провязываю во второй прием, подхватываю основную рабочую нить основного цвета и опять 3 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий столбик. Посмотрим, что на изнанке происходит.
На изнанке ниточки все спрятаны, и они не висят, не болтаются, никаких протяжек на изнанке нету. 3 столбика связали, опять вытягиваем контрастную нитку и провязываем галочку. Собственно, нитку можно вытягивать побольше, тогда галочки будут объемнее. Подхватываем цветную и последний ряд. Если бы мы вязали по кругу, мы бы сейчас просто поднялись на следующий ряд, провязали столбиками без накида ряд, и в следующем ряду подхватили бы эту цветную рабочую нить другого цвета и связали бы опять ей. Но так как у нас вязание идет поворотными рядами, я бы хотела все-таки разноцветные галочки связать, мы будем нить отрезать и присоединять новую. 2 воздушные петли. В следующем ряду все столбики без накида вяжем ниткой основного цвета. Здесь главное вот в этих над галочками немножко сложновато протаскивать крючок, потому что там двойная нитка идет 2 цветов, и немножечко трудно будет вытягивать. Главное не вытянуть вот эту вот цветную галочку на эту сторону. Этот ряд вяжу до конца. В следующем ряду хочу присоединить зеленую пряжу. И показать второй способ, как можно вязать галочки, не протягивая нитку под основным цветом. Допустим, если у вас достаточно тонкая пряжа, то нитка контрастного цвета будет через нее просвечивать. Поэтому можно не прокладывать нить под рабочей, а просто прихватывать ее. Новый ряд и 2 воздушные петли. 1, 2. В третью вяжу. Сюда нужно сразу будет связать галочку. Раз, подхватываю пряжу другого цвета, основной цвет беру и протягиваю. Это первая галочка получилась. Если нужно, можно ее подтянуть с обратной стороны. Теперь нужно связать 3 столбика без накида пряжи основного цвета, но пряжу мы под вязание вводить не будем. Смотрите, как я ее подхватываю, эту пряжу другого контрастного цвета, зеленую, да, и оставляю, не прокладываю ее никуда. 1, 2 и 3 столбик пряжи основного цвета. Вот, опять подхватываю нитку, делаю галочку, вяжу столбик без накида основным цветом. Теперь нитку вот эту прокладываю контрастную и вот так подхватываю ее, оставляю, но она остается за работой. Вот с обратной стороны нить основного цвета ее просто придерживает, а вот здесь остаются маленькие такие протяжечки на изнанке. 3 столбика связала, опять подхватываю зеленую пряжу, еще одна зеленая галочка, один, 2, 3. Вот такие небольшие протяжки будут оставаться, если вы не будете прокладывать нить за основной завязанием. Вот вначале получилась очень маленькая галочка, можно ее чуть-чуть вот так вот подтянуть. Довязываю до конца ряда.
Еще, если вы хотите, чтобы галочки были ярко выраженные, можно взять чуть-чуть потолще пряжу. Следующий ряд опять вяжем столбиками без накида. Итак, далее. Вот еще раз покажу. Здесь главное красиво подобрать цвет пряжи, чтобы она контрастировала. И изнанка. Надеюсь, вам понравился этот узор, и вы будете использовать его в изделиях. Пишите в комментариях, интересный узор или нет. Возможно, вы его уже давно знаете и что-то связали таким узором. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда рада, когда на канале появляются новые подписчики, а их уже больше 500. Вот, так что оставайтесь вместе с нами, вяжите узорчики, вяжите вещи, которые я предлагаю. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего хорошего. Пока-пока.